Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю торт «Персиковая зебра». Название немного странное, непонятное, но у него есть обоснование. В основе этого торта корж, который собирается по принципу пирога зебра, то есть берется светлое и темное тесто, и оно поочередно ложечками накладывается в центр формы. В результате получается такое характерное для зебры чередование светлых и темных полос. В начинку торта входят консервированные персики. Торт получается очень вкусный, домашний, готовится абсолютно несложно, можно сказать, на скорую руку. Ну что ж, давайте начнем готовить. Для теста нам понадобится 300 граммов муки, 4 средних куриных яйца, 200 мл растительного масла, 100 мл воды, 200 граммов сахара, 2 столовые ложки какао-порошка. Какао-порошок я беру натуральный. Если вы хотите, чтобы полоски были потемнее, возьмите алкализованный какао. Ну и, конечно же, вы можете взять 1 либо 2 столовые ложки на ваше усмотрение. Пакетик разрыхлителя для теста, пакетик это 8 граммов, и буквально несколько капель ванильной эссенции, либо пакетик ванильного сахара, это тоже 8 граммов. Выпекать корж я буду в разъемной форме для тортов диаметром 26 сантиметров. Низ формы я застелила бумагой для выпечки, борта смазала сливочным маслом и просыпала мукой. Лишнюю муку стряхнула. Смешиваем муку и разрыхлитель, смешиваем как можно тщательнее, чтобы разрыхлитель равномерно разошелся по объему и корж поднимался равномерно. А затем просеиваем. В миску разбиваем 4 яйца. Для этого рецепта используйте куриные яйца среднего либо даже крупного размера. Постепенно всыпаем сахар и взбиваем в легкую воздушную массу. Очень сильно взбивать, как мы взбиваем яйца с сахаром при приготовлении бисквита, не нужно. Несколько приемов вливаем растительное масло. Растительное масло берите рафинированное, дезодорированное, то есть без вкуса и запаха. И в несколько приемов добавляем воду. Вместо воды можно взять молоко. Хорошо прорабатываем миксером. Добавляем ванильную эссенцию, либо ванильный сахар. И еще раз прорабатываем миксером. От всей муки отделяем 1 либо 2 столовые ложки, в зависимости от количества какао-порошка, который вы собираетесь добавлять в тесто. Это нужно для того, чтобы выровнять консистенции темного и светлого теста. И в последнюю очередь вмешиваем тесто муку с разрыхлителем. Можно вмешивать при помощи миксера, но только коротко, быстро, на малых оборотах миксера. Главное добиться однородности теста, этого будет вполне достаточно. Вот такое негустое льющееся тесто получилось в результате. Делим тесто пополам. В одну половину добавляем отложенную муку. Во вторую половину кладем какао-порошок. Какао-порошок я всегда обязательно просеиваю, чтобы разбить комочки какао. Размешиваем, и темное тесто готово. Оценивая консистенцию теста, оно должно быть не очень густым, льющимся. Если вдруг тесто получилось густовато, можно добавить немного воды. И затем тесто вот таким образом выкладываем в форму. Выкладываем поочередно, наливаем все время в центр формы и берем в равных количествах и светлое, и темное тесто. Я буду класть в каждого теста по 2 столовые ложки. Если вы хотите, чтобы полоски были пошире, кладите тесто побольше, скажем, по 3 столовые ложки. И наоборот, если хотите, чтобы полоски были совсем узкие, кладите поменьше, скажем, по 1 столовой ложке. Форму можно вот таким образом несколько раз постучать по столу, чтобы тесто равномерно распределилось. Можно деревянной палочкой создать сверху вот такой рисунок. Выпекаем корж предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке. Печется он примерно 30-40 минут. Готовность определяем либо легким надавливанием на середину, палец не должен проваливаться, либо при помощи деревянной палочки. Из центра коржа она должна выходить чистой, без следов теста.
Свежеиспеченный корж прямо в форме ставим на решетку и даем минут 15-20 подостыть. Затем аккуратно отделяем и снимаем форму, корж возвращаем на решетку и в таком виде даем коржу полностью остыть до комнатной температуры. Я пекла корж накануне вечером. После того, как он полностью остыл, я его завернула в пищевую пленку и положила в холодильник. Утром достала, сняла пленку и продолжила приготовление торта. Разрезаем корж вдоль пополам. И вот такая красота у нас получилась в результате. Нижний корж кладем на сервировочную тарелку, устанавливаем кондитерское кольцо и готовим крем. Для крема нам понадобится большая банка консервированных персиков. Вес моей банки 820 граммов. 250 мл жирных сливок для взбивания жирностью 33, а лучше даже 35%. Я буду готовить двойную норму крема, поэтому возьму 500 мл сливок. Пол-банки сгущенного молока с сахаром, либо по вкусу. Я буду готовить двойную норму, поэтому беру целую банку, 380 граммов. И 10 граммов быстрорастворимого желатина. Я возьму 20 граммов. Отделяем 125 мл, либо 250 в моем случае, поскольку я готовлю двойную норму, персикового сиропа. Всыпаем желатин и оставляем на некоторое время набухнуть. Персики разрезаем вдоль пополам. Набухший желатин аккуратно прогреваем, чтобы он полностью растворился. Напомню, что доводить до кипения желатин нельзя, чтобы желатин не потерял свою силу. Вливаем желатиновый раствор в сгущенку и размешиваем до однородности. Достаем из холодильника сливки и взбиваем до устойчивого состояния. Напомню, что для того, чтобы сливки охотно взбились, они должны быть не только жирными, но и обязательно холодными. Поэтому до того момента, когда вы начнете работать со сливками, они обязательно должны быть в холодильнике. Очень желательно охладить и миску, в которую вы будете взбивать сливки, и даже лопасти венчика. Сливки должны хорошо держать форму, но при этом остаться мягкими. Очень желательно их не перебить. Сгущенку я для удобства переложу в большую по объему миску, поскольку нужно добавлять взбитые сливки к сгущенке, а не наоборот. И затем буду постепенно добавлять взбитые сливки и размешивать. По правилам сливки вмешивать лопаточкой, складывающими движениями, примерно так же, как мы замешиваем бисквитное тесто. Но в быстром варианте можно смешать при помощи миксера. Но только коротко, быстро, на малых оборотах миксера, чтобы не растерять ту воздушность, тот объем, которого мы добились взбиванием сливок. Вот такой по консистенции крем получился в результате. И как видите, крем получилось довольно много. Напомню, что я готовила двойную норму. Выливаем на корж немного крема и выкладываем персики. Персики выкладываем срезом к форме. Выкладываем как можно ближе, чтобы срез буквально прижимался к стенкам формы. Все оставшиеся персики мелко нарезаем. Часть персиков я распределю в креме между персиками. Оставшиеся выложу в миску и размешаю. Выливаем крем в форму и распределяем ровным слоем. Сверху выкладываем второй корж. Корж подравниваем, уплотняем. Поджимаем форму и убираем торт на несколько часов в холодильник до полного застывания крема. А затем аккуратно снимаем форму. Я пройдусь тонким ножом вдоль стенок формы. Но как вариант форму можно прогреть любым удобным для вас способом. Я обычно пригреваю либо горячим полотенцем, либо феном. Вот таким образом ложкой я сниму крем, который попал на срез персиков. Мне сейчас это делать не очень удобно, поскольку мне приходится снимать его с обратной стороны торта. Я практически не вижу. Эта сторона торта обращена к камере. Крем на срезе практически не держится, поэтому вам достаточно просто провести ложкой, и он снимается. Боковую поверхность торта я немного подровняю, поскольку когда я снимала крем со срезов персиков, образовались неровности, и
И вот сейчас я постараюсь это исправить. В миску налила крутой кипяток, в нем нагрела спатулу, ее вытерла, чтобы она была горячая и сухая. И горячей лопаточкой буду проводить по боковой поверхности торта. Для оформления верха торта нам понадобится 2-3 столовые ложки абрикосового джема и примерно 50 граммов фисташек. Фисташки, конечно же, нужно брать не соленые. Вместо абрикосового джема я взяла домашнее абрикосовое варенье. Оно у меня довольно жидкое, поэтому я его слегка уварила. Горячим абрикосовым джемом смазываем торт сверху и просыпаем рубленными фисташками. Ставим торт еще минут на 20-30 в холодильник, чтобы джем застыл. И наш торт готов. Вот такой красивый, необычный торт у нас получился в результате. Он красив и сам по себе, и очень красив на разрезе. Ну что ж, торт мы приготовили. В этой части видео я уже ничего готовить не буду. Я скажу, что мне понравилось, что не понравилось, что удалось, что не совсем удалось. И, конечно же, торт попробую. Ну что ж, вот так, мило, по-домашнему, очень уютно, но в то же время как-то свежо, не избито торт выглядит. В первую очередь, это, конечно же, из-за того, что мы выкладывали корж на манер зебры. Темное и светлое тесто. Вот этот прием выкладывания теста, он очень старенький, всем известный, все о нем знают. Но вот в применении к торту он как-то звучит очень свежо и очень украшает торт. Дает красивый разрез. В общем-то, торт тоже в целом виде тоже очень красив. Он быстрый, буквально на скорую руку. Ну вот такой торт, на мой взгляд, не стыдно поставить на любой стол. Хоть на праздничный, хоть для домашнего чаепития. Он не выглядит тортом на скорую руку. Что касается дизайна торта. Знаете, мне вот очень нравится этот цветовой замес. Он на каких-то таких близких, родственных цветовых оттенках. Здесь какой-то такой светлый, желтоватый корж, темный корж с какао, он такой приятного, теплого коричневого цвета. Яркие персики, зеленоватые фисташки. В общем, по цвету все очень красиво. Что касается разреза. Тоже, мне кажется, он очень интересный, красивый. Ну, единственное, конечно, в моем случае многовато крема. Вот я хотела, чтобы крем был побольше, чтобы на разрезе был такой хороший слой крема. Но немного его все-таки приготовила больше, чем нужно. В рецепте указана норма крема. Ну, если вы хотите, чтобы слой крема был пошире, побольше, то я бы взяла как максимум 1,5 нормы крема. Но уж ни в коем случае не 2. Ну, хотя, конечно, это дело вкуса, поэтому вы можете решить сами, сколько крема вам приготовить. Что касается рецептуры. В целом я тортом осталась довольна. Он, как я уже сказала, очень быстро готовится, буквально на скорую руку. Вы все видели, собственно, сами. Но в то же время торт получился вкусным. Мне нравится сочетание коржа, мне нравится сочетание крема, персиков. То есть по вкусу очень достойно вкусно. Что касается отдельно каждого из компонентов. Тесто для коржа. Это тесто очень часто, подобное тесто я очень часто использую в своих рецептах. Я с ним готовлю пироги, коржи для торта. Очень удачный рецепт. Он немного меняется. Но, в общем-то, по сути, он остается тем же самым. В состав теста входит растительное масло, которое делает тесто. И корж делает таким нежным, влажным. И поэтому его не нужно дополнительно пропитывать. Поэтому я считаю эту рецептуру удачной. Корж очень такой нетребовательный, вернее, тесто очень нетребовательное. Оно прощает просчеты, какие-то там. В общем, с ним можно работать спокойно. Это не бисквит, над которым нужно вот знать, как, что, и немного что-то не так сделали, он может не подняться, он может осесть. Нет, здесь все очень просто. Размешали миксером, чуть взбили, и, в общем-то, все прекрасно поднимается. И, как я уже сказала, что вот это вот чередование светлых и темных полос, оно очень выигрышно смотрится и держит всю композицию торта. Что касается крема. Ну, о количестве крема я уже сказала. По вкусу мне крем, в общем-то, понравился. Но этот рецепт крема мне уже давно известен. И в первую очередь я, конечно, ценю его за быстроту и простоту приготовления. Поскольку вот на приготовление крема понадобится практически ничего времени. Нужно все достать из холодильника, подождать, пока желатин набухнет,
смешать, и крем готов. Но если бы я выбирала, какой крем приготовить, я все же бы готовила этот крем не со сгущенным молоком, а с заварным кремом. То есть взяла бы сливки и смешала их с заварным кремом. Вот это мой любимый рецепт крема. Он по вкусу напоминает такое ванильное мороженое. И мне кажется, что в этом торте вот такой крем был бы, просто вот очень-очень-очень. Хотя и с этим быстрым кремом торт получился тоже вкусным. Вместо сгущенного молока можно, я думаю, взять йогурт, можно приготовить какой-то творожный вариант этого крема. Ну и вообще вот этот вот корж, он очень хорошо сочетается, на мой взгляд, с любым кремом. Поэтому, собственно, вы можете приготовить тот крем, который вы сочтете нужным. Наверняка будет вопрос, можно ли заменить на сметану. Вы знаете, вот не знаю, я думаю, что со сметаной невозможно добиться такой воздушности. Думаю, что какой-то сметанный крем для этого торта тоже вполне подойдет. Ну что ж, это, пожалуй, все, что я хотела сказать о рецептуре. Мне осталось торт попробовать. Нужно пробовать, конечно, все вместе, и крем, и корж. Корж очень мягкий. Сейчас попытаюсь так, чтобы у меня было все вместе. Ну, вкусно, правда вкусно. И даже если вот взять кусочек бисквита без крема, это тоже получается нежно и вкусно. В общем, рецептом я осталась довольна. На мой взгляд, рецепт удачный, рабочий. Готовится торт абсолютно несложно, быстро. Получается нежным и вкусным и красивым. Ну что ж, это, пожалуй, все, что я вам хотела на сегодня сказать. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что и вам этот торт тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.